Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня на календаре 25 апреля 2025 год. 25-25. О, интересная дата, да. Ну да бог с ним. Потери путинцев только растут. Война снова разгорелась с новой силой, что называется. Все вот эти вот путинские лжеперемирия закончились. И что мы видим? Что путерасты продолжают вести огонь и кошмарить по мирному населению. Прилетело, видим прекрасно, по Киеву, постоянно прилетает по Херсону, по Мирняку, Харьков вчера, ну, перечислять Одесса, как всегда. Перечислять даже не буду, потому что смысла нет. В то время как наши дают путерастам на поле боя прочухана, ну или отрабатывают, если тыл, то вы видели, сегодня отработали там одного генерала, то есть это абсолютно законная военная цель, то есть тут даже предъявить нечего. Вот, то расшествия пуляются дронами, вот в Херсоне прилетело, например, по приемному отделению гражданской обычной больницы. Ну что говорить, ну людоеды. В Киеве по старенькому дому 50, там, по-моему, конца 40-х годов постройки, где живут обычные семьи, погибло много людей. Ребята, ну, жуть, что творится. Вот, и единственное, что способны путерасты, это кошмарить мирное население Украины. А вот наши им дают звездюлей на поле боя, как говорится, почувствуйте разницу. За вчерашний день было у Контрпуплина отправлено курсом русского военного корабля 1170 вооруженных путинских наемников. И общее количество путинских боевиков, которое приперлось в Украину, убивают женщин и детей, но не шмогли, теперь составляет рекорд 946 500. Ну, я же говорю, там будет скоро и 950, а там и миллион, кто его знает. Посмотрим, до какого места дотянется война. Вчера еще Трамп, позавчера еще Трамп говорил, что, и Рубио говорил, да, если мы выйдем из переговоров, если день-два не будет продвижения, matter of days, да, то есть делать в днях. А вчера уже Трамп говорит, не, будем ждать недели. Ну, короче, у них 7 пятниц на неделю, как они ведут переговоры, непонятно. То дарят Путину Крым, а что не Аляску. Вот, то говорят, что мы этого не говорили. Ну, детский сад какой-то, и вообще несерьезно это все. 9 танков за вчерашний день в утильсырье, туда же всего 10 703. И 3 броневика различных типов, всего 22 315. Ну, что касается бронетехники, я много раз рассказывал, и она у них в дефиците. Все разбито, все переломано. То, что старое восстановить невозможно, потому что уже там дошли до 3-4 категории хранения, а с них уже толку мало. Соответственно, надо клянчить у Ким Чен Ына. Вот. Ну, а Ким Чен Ын дает, конечно, но за деньги, на очень хорошие деньги, да. 72 единицы ствольной артиллерии в утильсырье, опять-таки туда же. Всего 26 895. И вот это интересные две вещи. 3 единицы РСЗО, знаю, что грохнули 1 град, оставшиеся 2 я не скажу, там может быть все что угодно, от солнцепека, торнадо и там до урагана со смерчем, не знаю что, да. То есть интрига остается, да, по РСЗВ. Всего 1372 и 3 средства ПВО, всего 1144. ПВО, вот это вот действительно интересно. Почему? Потому что когда выбивается средство ПВО, заменить его рашистам нечем. Это не автомат Калашникова. И тем паче, когда по 3 штуки за один день, ребята, это просто великолепно. Эх, если бы с 300, с 400, что-то такое. Ну и Панцерес тоже сгодится, великолепное. Заходит все. Да, 119 беспилотников было сбито. Но мы прекрасно знаем, была грандиозная атака на Украину со стороны путинских боевиков. Всего 33 779 было сбито. И 48 ракет было сбито за сутки. Ну, что тут говорить. Цифры говорят сами за себя. Была большая атака на нас. Все сбить не смогли. Но много-много позбивали. Всего 3196 сбитых. Опять-таки, видите, кошмарят мирных. Вот эта баллистическая, которая по Киеву прилетела, ну она ж просто... Она просто летела по домам, ее не сбили, она туда и целилась. То есть, почему именно в этот район? Что там такое? Там ничего нет. Там просто старые домики и все, собственно говоря. Есть 9-этажка рядом, ее тоже покоцало сильно. А так,
попала просто по старым домам, которым там много-много лет. Вот такая вот ситуация, да. 151 единица автотехники уничтожена у рашистов, традиционно много, бо они на них в атаку ходят. Ну, тут уже такое, мы знаем прекрасно, что чмобиков Путину не жалко, он их утилизирует в промышленных масштабах, вот, а технику более жалко, ну, бронетехнику, а эту тоже они списывают, да и все. Да, всего 45 906. Вот, собственно говоря, такие у них потери. Российская армия кувырком несется в задницу, а Стив Витьков, значит, посланник Трампа, приехал сейчас к Путину, не знаю, там прикладывал к этой части тела или сюда, что, какую руку, куда он там сейчас прикладывает себе, вот, и как он будет с Путиным вести какие переговоры, тут мне сказать крайне сложно, вот, но исходя из того, какие потери несут на сегодняшний день путинасты, то понятное дело, что Путин сейчас будет от него требовать, чтобы Витьков спасал его армию. Посмотрим, насколько это ему удастся.